Игровая версия Ведьмак, рассказывающая продолжение истории книжной саги Анджея Сапковского про ведьмака Геральта из Ривии, прославила данного персонажа и мир Неверленд, в котором происходят все действия данной истории, на весь мир. И теперь эта франшиза является частью достояния современной культуры Польши. В честь данного персонажа создают фрески на зданиях, снимают сериалы, ставят монстров из этой вселенной в торговых центрах, продают фигурки, комиксы и многие другой мерч. Ну а также, благодаря данному персонажу CD Projekt Red смогли превратиться из маленькой польской конторки по лицензированию и переводу чужих игр в настоящего гиганта, разрабатывающего AAA проекты. И сегодня мы поговорим о том, как начинались похождения CD Projekt'ов на поприще разработки Ведьмака. Так что присаживайтесь поудобнее, делайте себе горячий чай с бутербродами, а мы, пожалуй, начнем. Как таково, CD Projekt Red были не первыми, кто хотел адаптировать историю Анджея Сапковского в виртуальном мире. Игра про Ведьмака могла выйти еще в конце 90-х годов из-под пера польской игровой студии Metropolis Software под руководством Андрея Хмеляжа, который впоследствии подарил нам Painkiller и Bulletstorm. Но так или иначе, разработка игры давалась студии очень тяжело, так как она состояла всего лишь из 15 человек, а планы были титанического масштаба создать экшен-ролевую с моральным выбором большого или малого зла, как в книжной саге. В дальнейшем студия договорилась с немецким издателем Topware Interactive на выпуск игры и сделала черновой вариант первой главы. Но издатель в конечном итоге решил особо не рисковать с выпуском данного продукта, так как сомневался, что западные игроки захотят приобрести игру по тогда еще неизвестной в широких кругах на Западе истории Анджея Сапковского про Ведьмака, что в результате привело к заморозке проекта. И в начале 2000-х у Metropolis остались лишь частичные права на разработку игры по Ведьмаку. Поэтому, когда пришли ребята из CD Projekt Red, они без лишних слов продали им лицензию на разработку. И хоть у Хмеляжа и его команды не вышло довести проект до ума, он все равно не жалел об этом. Так как впоследствии после выхода игр от CD Projekt он понимал, что если бы они все-таки выпустили свою собственную игру, то тогда мир не увидел той версии Ведьмака, которая известна сейчас на весь мир. Зато так или иначе Хмеляж все-таки внес лепту в саму серию игр, предложив когда-то перевести Ведьмин на английский как The Witcher. Ну а пока Metropolis разрабатывали Ведьмака, в 1994 году была основана CD Projekt Марчином Ивинским и Михаилом Кичинским. Поначалу ребята торговали пиратскими копиями игр на рыночном прилавке, а через 3 месяца они решили зарегистрировать собственную компанию. Через годы их дела достаточно хорошо шли в гору. Они стали договариваться с компаниями о продаже их лицензированных копий игр, и притом не просто о продаже, а также локализации их и озвучивания на польском языке. О курва! Но и Ивинский и Кичинский не хотели ограничиваться только дистрибьюцией и локализацией. Им также хотелось опробовать свои силы в сфере создания игр. И в 2002 году у них подвернулся шанс сделать PC-порт Baldur's Gate Dark Alliance. Благодаря Фергюсу Урхату и Дэйву Перри, тогда работавших в Interplay, которые предложили эту работу. Ребята согласились и создали в городе Лодзь подразделение, направленное на разработку игр под названием CD Projekt Red. Правда, спустя несколько месяцев после начала работы американские партнеры предупредили польских коллег, что Interplay находится на грани банкротства, из-за чего разработка порта успешно отменилась. Впоследствии студии стали думать, что делать с наработками, которые остались у них на руках, и после некоторых раздумий было решено сделать игру по книжной саге Анджея Сапковского «Ведьмак». Договориться с Сапковским оказалось весьма просто. Анджей согласился дать CD Projekt'ам право разрабатывать игру по его вселенной. Только он попросил уладить юридические вопросы с Metropolis, владеющей еще частью прав на разработку. А также попросил, чтобы ему сразу выплатили все полагающиеся деньги, отказавшись при этом от процентов от проданных копий игр, так как не верил в успех CD Projekt'ов, из-за чего впоследствии он очень сильно жалел об этом. Уладив все вопросы с юридическими проволочками по правам на франшизу, CD Projekt столкнулась еще с одной проблемой в виде опыта разработки игр. Как такового ни у кого из сотрудников не было опыта создания полноценной игры с нуля, да и штат был очень маловат, поэтому первые годы ушли не на разработку самой игры, а на организацию и создание целостной команды, которая смогла бы реализовать столь амбициозный проект. В дальнейшем первые версии игры создавались на движке игры Martyr и по своему концепту больше напоминали Diablo. А события игры строились не вокруг Геральта из Ривии, так как по сюжету книг он погиб от рук обычного крестьянина, проткнувшего его вилами, а за неизвестного ведьмака, которого игрок создавал с нуля как по внешнеполовому признаку, так и по характеристикам. Данный концепт не особо понравился руководству и многим членам команды в том числе, и по итогу игру пришлось переделать с нуля. Впоследствии CD Projekt Red понимали, что чтобы создать красочную и интересную игру, нужно иметь подходящий для этого движок.
Но создавать новый движок с нуля — это более трудоемкий процесс, поэтому было принято решение одолжить чей-то движок. Благо, Явинский имел дружбу с руководством BioWare, и команда получила Aurora Engine, движок Neverwinter Night, который основательно доработали. И данные доработки настолько удивили игроков и BioWare в частности, что они не могли поверить в то, что их старый движок может так красиво выглядеть. Также переосмыслению подверглась сюжетная составляющая игры. Сценарист Яцек Амуда и Мац Юрьевич решили возродить Геральта, что, конечно же, не очень сильно понравилось фанатам книжной саги, и они посчитали этот жест кощунственным, похоронив для себя Ведьмака еще до релиза. Но как бы то ни было, Геральт остался, и чтобы создать для него условия, благодаря которым он стал бы снова неопытным Ведьмаком, и история стартовала бы с нуля, не противоречия оригинальной книжной саге, было решено под неизвестными обстоятельствами лишить его памяти, из-за чего герой позабыл все ведьмачьи навыки и знания, а вместе с ними и прошлые события, которые с ним произошли до и после его смерти. Где мне найти спирт? История новых похождений Геральта стартовали в Каэр Морхене, где друзья-ведьмаки отхаживали его после того, как нашли в лесу полностью изнеможденного. А спустя несколько дней на старый замок нападает колдун Азар-Явец в сопровождении с профессором в поисках ведьмачьих эликсиров и секретов. Таким образом и начинаются новые приключения Геральта из Ривии в первом Ведьмаке. Геймплейная игра тогда была очень специфична в плане боевки, так как там была система вовремя нажатой кнопки мыши, благодаря которой Геральт сильнее и красивее начинал махать мечом по противнику. Многим игрокам такая система не очень понравилась, но находятся и фанаты такой боевой системы в Ведьмаке. Все движения, которые совершает Геральт во время сражения, были созданы благодаря специалистам из Польской каскадерской академии. Вся постановка движений Ведьмака была записана благодаря технологии Motion Capture, поэтому главный герой совершает поистине красивые и реалистичные движения. Также Ведьмак владел несколькими стилями боя, легким, тяжелым и массовым, которые игрок мог переключать в реальном времени в зависимости от ситуации на поле боя. Еще как истинному Ведьмаку, Геральту в распоряжении давались несколько магических знаков и огромное количество эликсиров и бомб, которые часто применяются на повышенных сложностях. Также игроку давалась возможность прокачивать героя с помощью полученного опыта за убийство противников и выполнение заданий. Ну а еще возможностью заниматься алхимией, благодаря которой можно было самому создавать новые эликсиры с разнообразными эффектами. И конечно же важными составляющими игры являются диалоги с правом выбора, которые в дальнейшем повлияют на игровой мир и сюжетную линию соответственно, а также атмосфера темного фэнтези, полностью перенесенная из книжной саги Анджея Сапковского. На разработку игры у CD Projekt Red ушло 48 месяцев, а производственный бюджет составил на то время $6 миллионов. Почти 80% бюджета игры шли из средств CD Projekt. Студия самостоятельно занималась изданием Ведьмака в Польше и Восточной Европе. Однако для выхода на большинство международных рынков требовался сторонний издатель. В итоге изданием игры в Западной Европе и США занялась Atari, а в России Новый Диск. И хотя наличие стороннего издателя было необходимо, владельцы CD Projekt лишний раз убедились, что для сохранения собственного творческого видения студии нужна полная независимость от кого бы то ни было, так как издатели не хотели делать все так, как считали нужным поляки. И после нескольких задержек и переносов Ведьмак выходит на свет осенью 2007 года. Релиз также сопровождался масштабной рекламной кампанией, бюджет которой был сопоставим с бюджетом разработки самой игры, что в конечном итоге сыграло на руку компании, ведь к концу 2011 года игра разошлась тиражом более 2 миллионов экземпляров. Критики высоко оценили игру, отметив увлекательный сюжет, графику, звуковое сопровождение и продуманную боевую систему. Правда, игра не обошлась без багов и критических ошибок, которые вылезли в первые дни после релиза. Но CD Projekt быстро поправляли их новыми патчами, а потом и вовсе выпустили специальное издание, в котором не было багов, раздав его бесплатно тем игрокам, которые до этого купили обычную версию. За что комьюнити было очень благодарно за такое отношение к ним, из-за чего компанию даже прозвали «народной». Вот так и начался новый старт для похождения Ведьмака Геральта из Ривии, а также путь CD Projekt Red как разработчиков видеоигр. В дальнейшем я думаю сделать ролики про разработку второго и третьего Ведьмака, а также возможно и кратко о первом Ведьмаке, но это не точно. Ну а вы ставьте лайки и оставляйте комментарии, что об этом думаете. Всем удачи и до скорых встреч!